в парке Галицкого. Анна первый раз. Отберем фонтаны у детей. Да надо вообще полностью раздеться. Ананасы! Нет, я помочилась. Помочилась? От доброты душевной. Пусть, бабаб. Что непонятного? Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. И сейчас мы в Краснодаре, в парке Галицкого. Лето 2022. Посмотрим, что изменилось. О, невеста. Невеста на входе. Сегодня мы гуляем вместе с Анной. Вы ее уже знаете по моему каналу. Несколько раз уже Анна появлялась в моих влогах. Да, Анна? Да. Как у вас дела? Расскажите, пожалуйста. Отлично. Прекрасное настроение, прекрасная погода. Сейчас будем смотреть все прелести этого парка. Так что все впереди. Анна первый раз. Я ее провожатый, проводюн. Краснодарский. Воронежский проводюн по Краснодарскому парку. Вот. О, смотри, что там? Что там? Там красота, Аня, там красота. Это стекловое, стеклянное какое-то здание? Нет, не стекло, но мы до него дойдем. А сейчас наша локация — это фонтаны. Отберем фонтаны у детей. Ура! Конкурс мокрых майк. Вот Таня должна была с ним пойти в белой майке. Ананасы в земле. Ананас. Это пальма. Обыкновенная. Человек с Урала приехал. С Урала? Ананасы! Мы туда сейчас еще сходим. Пойдем вот сюда. Я тебя сюда веду. Надо ботиночки снять. Да надо вообще полностью раздеться. Первым делом мы взяли кофе. А цены на кофе я вам сейчас оставлю. И вообще цены на все в парке Галицкого в первом кафе. В первом кафе по нашему ходу. Сегодня погода, видите, разная, переменная облачность, и из-за этого мы смогли вообще даже гулять, потому что такая жарища дикая, что гулять невозможно. Как истинная блондинка, Аня предпочитает розовый цвет. Вы можете ее найти из толпы по розовым шортам, шорты Барби. Анна, куда вы сбежали? Вы что же, выпили весь кофе? Да. Я еще ни глотка не сделала. 200 грамм залпом. Подожди, слишком сильно не мокни, там дальше будет еще интересней. Да? Да. Иди помочи ножки. Я в следующем месяце, там не поинтереснее будет. Да? Ну, пойдем. Да. Ты уже здесь решила остаться, да? А? Ты здесь уже решила остаться? Нет, я помочилась. Помочилась? А там же выход нет? Выход вдруг, вот там еще есть и выход. Но он в другую локацию. Пойдем нам туда еще. У нас еще вот там. Интересно. Как интересно, все такие молодцы, да? Да, молодцы. Галицкий вообще молодец. Он такой парк откреначил. Ты из камеры не выбегай. И стулья для родителей. Я твою реакцию ловлю. Ты из камеры не выбегай. Фото с пальмой. Человек с севера и фото с пальмой. Ну ты дотронься до пальмы. Дотронься. Да, они там водопад включили, Аня, бегом!
А зимой эту елку наряжают. Вот мы под этой елкой были зимой. Она главная здесь, да? Нет, она одна из. Одна из. А вот он, водопад. Сейчас там люди будут мочиться. О, Вот это да! кайф. Вот это круто! Круто? Да! Вот это локация! И это еще цветочки, подожди. Пойдем нырять. Пошли нырять. Вот мне сейчас перевернуть камеру, да? Да, горизонтально. Не, ну как бы с другой стороны снимать. А, ну да, лучше там будет качество. Одна из моих любимых локаций. Пойдем сразу туда, а потом походим под водой. Пойдем. Здесь рыбки, радужные карпы японские. Ну как? Выключили воду, наступила такая тишина. И можно сказать, что такие водоемы в парке дают прохладу. И если даже очень-очень жарко, вы приходите в парк в тени с водоемом, можно чувствовать себя комфортно. Здесь сделали новые локации, призрачные колонны оставшейся цивилизации. Абстракта. Вдохновленный руинами Древнего Рима, создатель абстракта с помощью прозрачности сочетает классические архитектурные архетипы и воображаемые элементы. Абстракта – это акт воображения, образ античности, который неожиданно открывается посетителю в пространстве парка. Воображаемая природа разрушенных временем колонн, подвесных архитравов и круглого храма проявляется здесь посредством оптических игр и иллюзий перспективы. Инсталляция взаимодействует с окружающим ее пространством, постепенно увлекая посетителей в захватывающий мир, в котором переплетаются искусство и реальность. Спасибо большое. Спасибо. Нос погоды была. Да, правда. А чё? Супер. Это ж надо было, да, совпасть? Да. Четыре раза записывала, вот, прочитала про эти колонны абстракта и все время ошибалась, пока не попросила помощи. Сейчас у меня будет новая локация, новая для моего видео, потому что в прошлых видео про парк Галицкого эту локацию я вам не показывала.
А вот и новая локация. Посередине Баобаб. Это что? Баобаб. Дерево? Да, Это рассказывай. Ты же Баобаб. не только- да, дерево Ира, Баобаб. Если ты это знаешь, поделись знаниями. Делюсь. Баобаб. Что непонятного? Откуда оно? Да. Начало в другой стороне. Пошли с другой стороны. Они тоже проволочные, и они несут провода. Видишь, они все сделаны скульптуры из проволоки. Это компьютерные эти для интернета. Как они? Кабеля? Да, да, кабели. Компьютеризация. Но вообще лучше почитать. Мы не успеваем весь парк посмотреть засветло. Искусственная среда. Композиция представляет собой многофигурный барельеф из пластиковой сетки. Идея произведения заключается в вопросе, как объяснить искусственному разуму, что такое игра, и возможно ли передать машине чувства человека, причастного к игре. Вымышленные персонажи кропотливо собирают знания об этом, загружают их на серверы и вступают во взаимодействие с машиной, которая по-своему интерпретирует понятие слова «игра», делая своего создателя частью нового цифрового мира. Спасибо. Смотрите, какие сиреневые деревья, декоративная слива. А сейчас я вам ставлю кадры с весны. Она здесь, она цветет ярко-ярко, просто розовым, просто как будто бы это сакура. Но это не сакура. Сочетание цветов, да? Угу. Красиво очень. И здорово, что сейчас нет солнышка, потому что солнышко, хотя бы здесь на Ля-Виде лучше солнышко на самом деле, но так как мы с тобой гуляем по дикой жаре, лучше без солнышка. Идем. У меня садится уже батарейка. Ой, на меня капнуло. Да, было. Гулька летала просто. Косячок пролетел. Так, идем мочить ножки и охлаждаться. Мы идем на спираль желаний, загадывать желания. Да ладно. Сейчас попадем под дождь, ура! Ну, конечно, не очень ура. Вон кафе. Что не ура? Ты в детстве не любила бегать под дождем? У меня камеры, как бы тебе сказать. Аня, мы идем на спираль желаний. Пока мы идем, молча загадываем желание. И наверху его отпускаем вверх, прям посередине. Пойдем.
Вообще, природа шепчет, что будет гроза. Надеюсь, мы успеем посмотреть парк. Они жесткие. Они прям такие плотненькие, как будто это кактусы. Такие лиственные. Так приятно. Хочет гром, но мы продолжаем гулять и делать обзор. Амфитеатр 2022. Что у вас здесь вкусненького? Смотря что вы хотите. Можно гриль? Мороженое. Финскую. Да, можно. Капучино. Отлично. Нет. 50? 190. Ты будешь какую? Я сейчас тоже буду. Еще одна девушка, которая любит обниматься с деревьями. Что это? Дерево не ответило тебе взаимностью, да? Букашку какую-то дала. Я, видать, отвергла. Ее подарок. Его. Древесный. Это самочка. Самочка? Хорошо. Блестящая, видишь, какая? Переливает. Не знаю, камера передаст или нет, но дерево как будто бы все лаком покрыто. Ну что, здесь, как всегда, полно народа. Музыкальный лабиринт. Идем. Смотри, тут уже отломили. Вот это отломили уже. Блин, жалко. И молотка нету, что ли? Блин, все похерили. 2 молотка было. Жалко очень. Сильнее, сильнее, кулачком. Я вставлю аплодисменты. Еще одна локация, которую я не снимала, это детская площадка, наполненная водой. Вот здесь распределение воды, видите, дети брызгаются, набирают воду такими спиралями. Вот тут надо попрыгать, чтобы выскочил вон там фонтанчик. Прыгаем, смотри, вот туда. Смотри. Мы прыгаем. Оп, оп, оп. На топку нормально? А вот здесь песочница для самых маленьких получается, с качелями. Лазилка. А, нет, вот локация для самых маленьких, малюсеньких. Смотри, каких малышочков. Там для них песочница огромная.
Как же здесь пусто было зимой. Там зона для скейтеров, роллеров и самокатистов, самокатчиков. Так, у нас здесь теннис настольный. И еще здесь игра. Баскетбол. С одним кольцом. Уже закат. Мы гуляем фактически весь день. Ну, весь вечер. Нет, весь день до вечера. Я определилась. Алло. Черноплодка, что ли? Я не знаю, но это такое прям жесткое что-то. О, ягодки. Черноплодка. А что за ягоды? Ну, точно их пробовать не стоит. Хотя их можно съесть, но я думаю, только один раз в жизни. Ой, я оторвала один плод. Ух ты, подожди. Ну, если что, у нас есть супрастин. Лучше супрастина. Новое поколение. Новое поколение супрастин. Инсталляция «Внутренний ребенок». Девочка такая: мы в Ютубе будем, нас сейчас только что сняли. Откуда они знают, что это вот в Ютубе? Да, и он призывает. Внутренний ребенок, в моем понимании, это такое место внутри нас самих, которое дает нам максимальное количество счастья. Это может быть какое-то воспоминание, какое-то место, созданное нашим воображением, память о каком-то человеке или событии, которое сделало нас счастливыми. В университете искусств нас учили искать своего внутреннего ребенка, что означало вернуться в то место, в то состояние, где мы свободны в нашем творческом выражении. Это то, как мы творим. Это композиция из 4 скульптур «Внутренний ребенок». Напоминает нам о том, что в тяжелые минуты нашей жизни или в любые другие моменты мы можем закрыть глаза и вернуться в то место, которое является источником радости для нас. Для меня это источник, это создание скульптуры. Спасибо большое. Спасибо. Вот еще очень красивый уголок с бонсаем, с озером. Куда идем? Вон камень. Я не хочу, там вот и есть. Ты не просто смотри. Просто не понюхай. Есть такой запах приятный, да? Вот от этих цветов, скорее всего. Или вон от лилий. Здесь, отсюда? Уже присаживаешься? Устала? Давай посидим, тут локация другая. Давай. А не видишь в зеркалах, кажется, что не парят.
Я Тяжело? 5 метров не проползла, я уже запуталась. А тут нету 5 метров. Тут даже 2 метров нету. Так что я тебя поддерживаю, все нормально. Ты проползла 2 метра или метр. Вот, мы пришли к одному из... Это что? Там, где лаванда, вот так вот. И потом мы к капле попадем. Там дальше капля. И домой, да. Ну или посидим где-нибудь. Домой поедем. А мы сегодня заметили, что 3 раза мы просили прочитать нам табличку, и 3 раза нам сказали «да». Нам не отказали. Да. Вот я говорю, С у меня первого даже раза вон мурашки по коже идут. Реально. У меня все поднялось, блин, от удивления, от доброты душевной. Как нам повезло с людьми, которые читали. И они читали с таким воодушевлением. А вторая, которая согласилась нам почитать, она вообще сказала: все, я приняла решение, спасибо вам, девчонки. Я все-таки буду диктором. Да. Первая девушка прогноз читала погоды. прогноз погоды. Да. Вот. А вторая просто круто прочитала. Ой, вторая. И третья. И третья тоже просто круто прочитала. Так, еще одна локация с каплей города. Что за капля? А посмотри, какая она необычная. Это не отражение. А, точно. Это как бы отражение, но оно объемное, Ну, оно небо. выбитое. Точно. Отражается только небо, посмотри. Точно. Все, что там Я аж голова закружилась, отражается, я смотрю в нее. да, она очень необычная. Это скульптура. Пошла в заплыв. Ну что, пойдем потрогаем каплю? Пойдем. Ноги-то пахали, они прям отдыхают. Давай, давай. Аня, мы должны это сделать. Хотя бы одну локацию мы должны попробовать зачитать сами. Попробуем. Давай рискнем. Предложение? Да, давай ты верхнюю часть, а я нижнюю часть, окей? Давай. Геолокация 500-400 сантиметров. Нержавеющая сталь 2019 года. Скульптура отождествляет долю секунды, застывшую в металле. Этот объект отлит из нержавеющей стали с изображением панорамы 360 градусов. Снято именно с той точки, где он установлен.
Все детали среды вокруг объекта превращены в рельефное изображение. Внешний контур скульптуры имеет форму точки пин на современных электронных географических картах. А скульптуру придумал Андрей Блохин или Блохин и Георгий Кузнецов. На этом ролик про парк Галицкого заканчивается. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. И будет еще очень много всего интересного. Пока-пока. Привет, ребята. Утро следующего дня. Я уже потерялась. Какое утро, какого дня. Я здесь живу без времени, пространства. Оля, улов. Это наш улов.